Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 2024 году. Проговорим о том, что же несет следующий 2024 год, кому обязательно из знаков зодиака китайского гороскопа повезет, в чем встречать, что ни в коем случае не накрывать на стол. И поделимся еще очень маленькими важными секретами и нюансами, поэтому досмотрите это видео до конца и не забудьте поделиться с теми, кому эта информация действительно поможет в жизни в ближайшее время. Итак, друзья, у нас с вами заканчивается год кролика, и уже на пороге у нас ждет новый 2024 год. Обращаем ваше внимание, что 2024 год по китайскому гороскопу начнется только аж в феврале, но мы все с вами отмечаем его с 31 декабря на 1 января. И давайте с вами вместе правильно встретим следующий год, потому что он очень важный для многих. Что из себя вообще представляет дракон? Давайте обратим внимание на то, что у нас с вами дракон, не просто дракон, а зеленый деревянный дракон. И именно такой вот год бывает один раз в 60 лет. Поэтому сейчас будет ваша очень главная задача сделать так, чтобы этот 2024 год заложил основы на следующие 60 лет. Поэтому нужно встретить ярко, радостно, весело, интересно. Спланировать нужно все в деталях, постараться. А также сделать так, чтобы 2024 год ждал вас именно перемены. Обращаем ваше внимание, что сам по себе 2024 год – это год перемен, это год изменений. При этом, как таковой, это в хорошем только смысле слова. Да, в мире будет происходить очень много интересных трансформаций, будет происходить очень много изменений, и мы с вами это видим даже на обложках известных журналов. Но обращаем ваше внимание, это так желают определенные элиты. Но а наша с вами задача выбрать только то, что действительно нам важно и нужно. А нам нужно, чтобы в нашей жизни были те изменения, которые смогут привлечь и изобилие, и достаток, и благополучие в нашу жизнь. Очень важно, чтобы все мы с вами были здоровы, чтобы в каждом доме был мир, согласие и понимание. Кроме того, обращаем ваше внимание, те, кто одинок, в 2024 году обязательно смогут обрести свою вторую половинку. Но помните о том, что у вас не должно быть никакого легкомыслия, потому что если вы будете иметь какие-то такие, вот знаете, легкие отношения на один вечер, на один месяц и так далее, или будете иметь союзы, которые в реальности не имеют под собой основы, должны понимать, что у вас в таком случае ничего не получится. Ну а если вы искренне и чувствуете сердцем, понимаете, и тогда в вашей жизни действительно произойдут судьбоносные изменения. Что же сам еще несет нам дракон? Дракон, как вы знаете, это яркие события. То есть сам дракон в китайском гороскопе, он достаточно яркое такое вот существо, а значит, он нам всем несет и приключения, и удачу, и достаток, деньги, новые знакомства, новое партнерство кому-то и новое развитие в карьере. Также обращаем ваше внимание, если вы уже сейчас чувствуете, что вы застряли в какой-то точке, подумайте о том, что, возможно, вам на данном этапе пора сменить профессию или открыть свое дело, или, как вариант, усовершенствовать какие-то свои, например, навыки. Это очень важно. Кроме того, обращаем ваше внимание, что дракон считается достаточно мощным и сильным зверем, который может принести вам изобилие, достаток и процветание. Поэтому у некоторых людей именно 2024 год вот начнется именно с этих изменений. Вы спросите, а как, почему у меня этого нет? Вы знаете, каждый сам по себе готовит фундамент, готовит почву на следующий 2024 год. И вам, конечно, нужно об этом продумывать уже прямо сейчас. Давайте поговорим о том, кому же из знаков зодиака китайского гороскопа обязательно
обязательно повезет в 2024 году, в год дракона. Итак, давайте посмотрим на крысу, обезьяну и петуха. Если вы крыса, обезьяна и петух, то знайте, что вас ждет и удача в делах, вас ждет и процветание, и благополучие. Если мы с вами говорим о собаках, о змее, о быке, то, уважаемые, вам здесь нужно проявить терпение и мудрость. Почему? Дело в том, что на протяжении всего 2024 года в вашей жизни будут постоянно какие-то препятствия, какие-то будут неурядицы, какие-то постоянно будут возникать ситуации, которые вам нужно будет постоянно решать. Но если вы обратитесь к своей интуиции, то ваша мудрость, ваше терпение, рассудительность обязательно помогут вам все это преодолеть, и вы сможете добиться и хорошего благосостояния, и удачи, и, конечно же, вы сможете получить те эмоции, те ощущения, которые вы хотите. Также обращаем ваше внимание, что удачными числами 2024 года являются следующие числа. Запомните или запишите. Итак, это будет 4 число, это будет 8 число, это будет 9 число, это будет 12, 14, 18, 21, 27, 28, 29 и 31 число. Поэтому, если у вас есть вот именно такое число в дате рождения, то вы знаете, что именно в эти числа вам может достаточно легко вести. Фортуна будет на вашей стороне. Ну, а если вы не нашли себя в этом списке, не расстраивайтесь. Обратите внимание на эти даты, которые мы только что озвучили. Для чего? Чтобы понимать и осознавать, как вы можете использовать это для себя. И далее, друзья, очень важно встретить нужно правильно новый 2024 год. Пожалуйста, даже если у вас на данном этапе есть какие-то определенные проблемы, ситуации, у вас что-то не получается в жизни и так далее, помните о том, что сейчас очень важно встретить 2024 год и заложить основы, потому что, еще раз делаем вам акцент, что мы в 2024 году закладываем фундамент на следующие 60 лет. И у каждого это будет свой фундамент, это будут свои мечты, это будут свои желания и так далее, и так далее. Итак, если мы посмотрим на дракона, то мы с вами обратим внимание, что это яркое существо. И, соответственно, нужно встречать, знаете, в такой вот радостной, веселой обстановке с теми людьми, которых вы любите, которых вы цените, которые вас понимают. Поэтому, как вариант, вы можете дома устроить интересную вечеринку с какими-то интересными, возможно, конкурсами, чтобы был смех, было хорошее настроение. Это очень важно. Также обращаем ваше внимание, чтобы в вашей компании было шумно, звонко, ярко, весело. Не забывайте и побольше огня. Что мы здесь имеем в виду? Это нужно, чтобы были бенгальские огни, чтобы были свечи, фейерверки, если возможно, в вашем районе или регионе. Ну и также, конечно же, чтобы была новогодняя атмосфера. Какие же лучше всего использовать цвета в новогоднем декоре? Во-первых, давайте разберемся, какие же любимые цвета у дракона, то есть какие хорошие, вот удачные, благополучные цвета в следующем году будут. Это золотой, друзья, это будут серебристый, это будут белый и красный цвета, ну и, конечно же, зеленый и желтый. Поэтому постарайтесь в украшениях использовать такие цвета, как металл, также стекло, камушки, золотые шарики, для того, чтобы это все было ярко, светло и так далее. Если вы любите свечи, то используйте и свечи на праздничном столе. Обращаем ваше внимание, что красная свеча привлекает любовь, зеленая – деньги, белая свеча – здоровье, золотая – процветание и достаток. Также, какие свечи вам установить на столе, здесь все зависит только от
от вас. Если вы не желаете устанавливать свечи, это тоже нормально. Также вы можете использовать и фигурки, но именно деревянные на праздничном столе. Это что может быть? Это может быть змеи, это могут быть рыбки, это может быть сам дракон. Что же подать на стол, чтобы в вашем доме было на протяжении 2024 года изобилие, достаток и благополучие? Вы знаете, делайте то, что вы считаете важным и нужным. Но если мы обратимся к китайской традиции, то там есть китайские так называемые национальные пельмени. Поэтому, как вариант, вы можете сделать домашние пельмени с теми начинками, которые вы любите. Но есть один еще маленький нюанс. Обязательно в одну пельмешку сделайте ее с монеткой. И вот тому, кому она попадется на вашем праздничном столе, обязательно 2024 год станет для такого человека, вот действительно он будет таким, знаете, фартовым человеком и в деньгах, и в любви, и со здоровьем, и так далее. Также вы можете поставить и на праздничный стол при встрече нового 2024 года морепродукты, потому что как бы дракон любит это. Могут быть на праздничном столе из фруктов обязательно апельсины, не забывайте про мандарины, яблоки красного цвета, зеленого цвета, потому что именно это те фрукты, которые будут символизировать богатство, изобилие и достаток. А вот груши в эту новогоднюю ночь ни в коем не ставьте. Также обращаем ваше внимание, что если вы используете фрукты в декоре, при сервировке, то смотрите, чтобы везде была циферка 8. То есть, например, 8 апельсинок, да? Если у вас тарелочка с селедкой и где вы кладете маслинки, смотрите, чтобы было 8 именно. Почему? Вы помните, да, что восьмерка – это символ бесконечности. И таким образом вы своими мыслями, действиями, поступками, вы что запускаете? Вы запускаете бесконечный цикл изобилия. Это очень важно. Теперь давайте поговорим о том, а что же надеть при встрече нового 2024 года. Очень многих интересует этот вопрос. Вы знаете, вы можете использовать золотой цвет. Почему? Потому что именно золотой цвет будет символизировать и привлекать достаток в ваш дом и в вашу жизнь. Если мы говорим с вами о серебристом, то знаете, что вас на протяжении следующего года ждут чудеса. Ну, а белый привлечет высокие энергии благоденствия в вашу жизнь. Ну, а красный – это активность, это яркость, это все то, что очень важно для вас. Что дарить в год дракона? Очень многие также интересуются этим вопросом. Ну, лучше всего, конечно же, если вы будете дарить конверты с деньгами, но не просто конверт с деньгами. Обращаем ваше внимание, он должен быть обязательно красного цвета, и это очень важно. И также, если вы используете, не знаете, что подарить, смотрите, чтобы при подарках, которые вы будете дарить, были именно все то, что любит дракон. То есть старайтесь поменьше использовать режущих предметов в подарках, старайтесь меньше что-то связанное со стихией огня не использовать, это очень важно. Не используйте в подарке никаких ни банок, ни кухонных полотенец. Также используйте и практики для привлечения денег в вашу жизнь. Самое простое: нарисуйте на левом запястье в новогоднюю ночь знак бесконечности и скажите: я привлекаю в свою жизнь бесконечное изобилие. Истина да будет так. И если даже стерется этот знак бесконечности, не переживайте. Почему? Потому что вы уже запустили определенные процессы в вашу жизнь. Также из подарка вы можете использовать и сладости, и букеты с фруктами, с шоколадами, с конфетами. Кстати, можете подарить и
денежное тоже дерево, бонсай, и игрушки, возможно, те игрушки, которые вам понравятся. Не забывайте про вазы и другие красивые интерьерные вещи, которые обязательно должен присутствовать цвет зеленый, золотистый или красный цвета. Это те цвета, которые действительно привлекут все то важное и нужное в вашу жизнь. Итак, друзья, вот так нужно встретить новый 2024 год. Обращаем ваше внимание, что смотрите, кому повезет, на какие цифры вам стоит обращать внимание. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.